Всем привет! Сейчас я покажу, как можно выйти из ситуации, когда нужно срочно что-то сделать из подручных средств. Даже мой зверь Моня чувствует изменения в погоде. Зима отступает, и сильных морозов уже скорее всего не будет. Вот и пригодится сегодняшняя идея. Понадобится любая труба подходящего диаметра. У меня это колено от дымохода из нержавейки диаметром 120 мм. В нижней части этой трубы нужно сделать несколько разрезов. Я разделил на 8 равных частей и сделал эти прорези моей болгаркой. Так-то, конечно, быстрее, чем пилкой. Можно было бы попробовать ножницами по металлу, если они есть под рукой. Позже вы увидите, для чего были нужны эти разрезы на трубе. Буквально несколько минут работы, и все готово. Аккумуляторная болгарка для меня – это самый нужный инструмент. У каждого должна быть в хозяйстве, ведь она может почти все. Вы все наверняка видели вот такой кабель. Он очень дешевый, и его легко купить где угодно. Это не простой электропровод. У него внутри какие-то очень маленькие, мягкие и прочные волосики. При помощи небольшой трубочки, входящей в комплект, эту кисточку можно соединить с электропроводом в очень прочное соединение. А сверху нужно надеть кембрик или просто обмотать синей изолентой. Я решил необычно испытать этот провод и его возможности. Как же еще можно его применить? Можно ли, например, вскипятить воду таким способом? В прозрачный стакан я налил воду комнатной температуры и опустил туда свой импровизированный кипятильник. Подключил его, но не в розетку, а к пауэрбанку на 12 вольт. Чуть позже я подключил его к автозарядке. Будет здорово, если в отсутствии электричества можно будет так нагревать воду. И о чудо, смотрите, вода стала нагреваться. Стакан даже стал издавать какие-то странные звуки. И в итоге вода закипела. Смотрите, как красиво двигается вода в стакане с разной температурой. Мы каждый день кипятим воду и не замечаем такой волшебный процесс образования пузырьков. Я делал много экспериментов с этим проводом, и трубочек просто на все не хватило. Нашел для себя еще один интересный способ соединения его с проводом. Я взял часть медных проволочек из этого же провода, наложил их друг на друга и плотно обмотал соединение. Получилось очень прочно, с хорошим контактом. А может, сможет такой кабель мне помочь как автомобилисту? Небольшой отрезок я решил закрепить на дворнике от машины. Он же всегда примерзает, и это очень сильно раздражает. И пойду на улицу сейчас его испытывать. Я аккуратно приклеил провод прямо к резинке дворника. Еще можно попробовать сделать подогрев стеклоомывающей жидкости, которая почему-то всегда замерзает. Чтобы испытания были правильные, все делал натурально. На улице примерно минус 5 градусов по Цельсию. И этот дворник очень плотно я обложил снегом и даже примял его немного, как будто снег слежался. Потом я включил подогрев и наблюдал с ожиданием, что же случится. Через некоторое время дворник растаял как снеговик. Здорово, все работает. Я нашел самый хороший и простой способ крепления. Нужно просто надеть отрезок маленькой медной трубочки на кабель и сжать его пассатижами. Остается только припаять провод к этой медной трубочке, и все. Для фиксации кабеля я буду использовать вот такой крутой красный термогерметик. Он выдерживает температуру до 343 градусов по Цельсию. Сохнет он достаточно быстро, что не может не радовать. А дозатор из комплекта точно поможет сделать его расход минимальным. Я буду наматывать 2 параллельных кабеля, чтобы увеличить мощность в целых 2 раза. Расчет мощности, длины и напряжения происходит по формуле из инструкции к кабелю. Приблизительные расчеты для сети 220 и для 12 вольт вы видите на экране. Я использовал 2 отрезка длиной 9 метров, что составляет всего 320 ватт, как зарядка у мощного ноутбука. Поверх кабеля для лучшей передачи и распространения тепла хотел покрыть гипсом, но в ближайшем магазине не нашел его.
Хорошо, что в аптеке по соседству я купил гипсовый бинт для фиксации сломанных конечностей. Его и решил применить. С ним оказалось даже удобней. Просто намочил, намотал в 2 слоя и все. На всю работу ушло не более 5 минут. У соседа взял ненужную ему баночку универсальной шпаклевки. Покрою сверху для более красивого и плотного покрытия. Ее понадобилось совсем немного. У меня примерно ушло не больше полукилограмма. Смотрите, как удобно можно ее наносить. Всего лишь 2 коробки по бокам и внутри палка от щетки для мытья полов. Я специально не старался делать покрытие ровным. Хотел, чтобы такой крутой отопитель был оригинальным и был похож на полено от дерева, а его покрытие похоже на кору дерева. Пора заканчивать с изготовлением. Пришла в голову шикарная идея. Сначала в качестве светоотражателя покрываю ее светоотражающим лаком. Потом через мелкую сеточку посыпаю волшебным порошком. А сверху еще один слой лака. Это новая продукция производителя, и я обязательно поделюсь с вами, стоит ли его использовать или нет, чтобы вы не попались на некачественную продукцию. Я хотел сделать внешний вид дерева. Очень жалко, но трафарет не подошел, и пришлось все замазать. Друзья, смотрите, скоро весна, и у меня появилась очень нужная и вот такая мощная штука. Выбирал небольшого размера, но и в то же время с функцией самовсасывания воды. Банано-яблочный микс на заборе. Она не только сэкономит кучу денег на мойках для машины, но и всегда будут чистые ваши авто и мототехника, дорожки, забор, фасад дома, лодка и квадрик, мангал и бассейн, культиватор и садовый инструмент. Ну а если что, можно порезать и фрукты. Конечно же, ребята, я поделюсь ссылкой и даже промокодом на скидку. Наконец-то испытание. Сначала до включения в розетку давайте выключим свет. Ого, вот это красота! Волшебный порошок работает. Он очень быстро входит в рабочий режим, и это хорошо заметно на тепловизоре. Он очень мало потребляет при нагревании до 80 градусов Цельсия. Из трубы просто валит горячий воздух, без всяких вентиляторов. Об него невозможно обжечься, он легко и просто делается. Также можно сделать подогрев теплицы и кушать свежие овощи и зелень раньше других. Или вообще сделать подогреваемую вентиляцию. Если вам понравилось видео, я буду благодарен, если вы поделитесь им в любой из социальных сетей. Друзьям будет интересно, а для меня это будет хорошей мотивацией делать другие интересные видео. Увидимся на следующем видео.